Привет, друзья! Сегодня новости из Германии и Европы, которые напрямую касаются кошелька и безопасности каждого. Вы узнаете, почему магазины готовятся ставить товары за стекло, что задумали Франция и Великобритания для борьбы с нелегальной миграцией, как Польша ужесточает контроль на границах, что происходит с поездами Deutsche Bahn и почему в Германии растет безработица. Каждая из этих тем влияет на нашу повседневную жизнь, и некоторые решения, которые уже принимаются в Европе, могут изменить привычный порядок вещей. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить, а в комментариях пишите свое мнение, согласны ли вы с такими мерами, которые принимает правительство. Начнем с важной новости о немецкой рознице. Крупные магазины фиксируют рекордные потери от краж, и уже обсуждается, что многие товары будут доступны только за стеклом. Поэтому розничные торговцы уже выражают серьезную обеспокоенность. Кражи из магазина растут настолько быстро, что вскоре товары могут оказаться только за стеклом. По данным исследования Института розничной торговли, убытки составили, внимание, примерно 5 миллиардов евро в 2024 году, что на 3% больше, чем годом ранее. Причем около 4,2 миллиарда из этой суммы связано с кражами клиентами, сотрудниками и доставщиками. Около трети таких украденных товаров – результат работы организованных групп, которые специализируются на целенаправленном воровстве дорогих товаров и последующей продаже на черном рынке. Гендиректор крупнейшей торговой ассоциации описал ситуацию так, цитата: «Группы преступников перемещаются по городам и действуют слаженно. Один отвлекает персонал, другой прячет товары, третий выносит их в момент замешательства. Часто крадут парфюм, обувь, электронику и предметы личной гигиены. То, что легко перепродать. Среди причин эксперты называют не только рост организованной преступности, но и социальные факторы. Сложная экономическая ситуация вынуждает людей красть. Особенно участились случаи среди пенсионеров и семей, которые не могут позволить себе базовые товары». Конец цитаты. Для борьбы с этими торговцы вынуждены ужесточать меры безопасности. Нередко товары выставляются за витриной или регулируют доступ к ним. В некоторых магазинах уже отменяют самообслуживание на кассах, до которого легче добраться. Институт подсчитал, что при самообслуживании уровень краж выше на 15-30%. Экономические потери перегоняют и рост цен. Согласно расчетам, из-за краж и мер безопасности товары в магазинах стали дороже, внимание, примерно на 1,5%. Если ситуация не изменится, торговцы предупреждают, в скором будущем большинству товаров придется находиться за стеклом или под усиленной охраной, что затруднит покупку и повысит стоимостную нагрузку на покупателей. А дальше новость о мигрантах и вызовах перед Европой. Франция и Великобритания запустили пилотный проект, так называемую модель «один въезжает, один возвращается» для борьбы с нелегальной миграцией через Ла-Манш. Суть в том, что кто прибывает в Великобританию на небольших лодках нелегально, будет задерживаться и возвращаться во Францию. В обмен британская сторона легально принимает такое же число людей с обоснованным правом на въезд, например, воссоединение с семьей. Проект направлен на сдерживание морских переправ, разрыв схем преступных группировок и снижение мотивации граждан рисковать ради нелегального путешествия. Планируется запустить пилотный этап в течение нескольких недель, хотя прогнозируемый поток ограничен примерно до 50 человек в неделю. Это первые шаги в направлении комплексной миграционной политики. Меры в себя включают усиленные полномочия французской полиции по пересечению переправ в прибрежных водах. Критики предупреждают, такой подход может лишь сместить поток мигрантов на еще более опасные маршруты. Также вызывает обеспокоенность возможность усиления нагрузки на другие страны Европейского Союза, например, такие как Италия и Греция, которые уже заявили протест против возможной перераспределенной миграционной нагрузки. Эксперты указывают, что текущая система обработки заявок об убежищах в рамках Дублинской процедуры перегружена, и этот план может стать прецедентом для новых договоренностей между странами. Одновременно Европейский Союз внедряет собственный пакт по миграции и убежищу, вступающий в силу в 2026 году с правилами ускоренной обработки заявлений и распределения ответственности между государствами. Если пилотное соглашение подтвердит свою эффективность, оно может стать основой для расширенных мер и участия других стран. Однако успех во многом будет зависеть от реализации на практике и способности обеспечить гуманную и безопасную обработку тех, кто имеет право на международную защиту. И это еще не все.
Польша также испытывает огромные проблемы с нелегальной миграцией. Политики решили продлить временные пограничные проверки на границах с Германией и Литвой. Внимание, до 4 октября. Я напомню, что эти проверки были введены 7 июля и действовали изначально только месяц, но теперь станут долгосрочной мерой по борьбе с нелегальной миграцией. Министр внутренних дел Польши заявил, что уже достигнуто 98% покрытие границы, значительная часть возможных маршрутов отрезана. Нарушители миграционного режима, а также подозреваемые спецслужбами Республики Беларусь и других стран вынуждены искать обходные пути через другие границы. За 3 недели с момента введения контроля польские службы провели порядка, внимание, 243 683 человек и 110 212 транспортных средств. Из них около 105 человек не пустили в страну, а Польша приняла 72 лица, ранее возвращенные из Германии. Решение было обусловлено в том числе ответом на усилившиеся проверки со стороны Германии и реакции на давление внутри страны. Правозащитные группы и активисты заявили, что немецкие власти якобы возвращают людей, не проживавших ранее в Польше, нарушая тем самым правила Шенгенской зоны. Польша уведомила Еврокомиссию и соседних государств о продлении мер. В сентябре планируется оценка текущей ситуации и возможное решение о дальнейшем продлении. Таким образом, Польша сохраняет строгий подход к контролю на границах, сосредотачиваясь на предотвращении нелегального пересечения и попытках иностранных агентов использовать маршруты миграции. На фоне этого продолжается обсуждение в Европейском Союзе, насколько допустимо возвращать к границам шенгенскую практику, которая была задумана как зона беспаспортного контроля. Но и в самой Германии не меньше проблем. В первой половине 2025 года ситуация в Deutsche Bahn остается сложной. Несмотря на увеличение числа пассажиров, поездки по-прежнему сопровождаются задержанием. Лишь 63,4% поездов дальнего сообщения прибыли вовремя. Тем не менее, спрос на железнодорожные перевозки вырос, общее число пассажиров увеличилось, внимание, с 919 до 943 миллионов. Транспортная нагрузка, соответственно, выросла примерно на 4% относительно предыдущего года. Основная причина плохой пунктуальности – это устаревшее и перегруженное инфраструктурное звено. По оценке руководства, около 80% задержек в операциях объясняются техническими проблемами, многочисленными устройствами и строительными работами на устаревших маршрутах. Выручка выросла на 3,4% до 13,3 миллиардов евро, но в общем финансовом итоге концерн все еще в убытке. Чистый результат, внимания, минус 760 миллионов евро в сравнении с убытком в 1,6 миллиарда годом ранее. В структуре расходов генеральные ремонтные работы, продажа дочернего предприятия и оптимизация штата, в том числе сокращение части управления. Для исправления ситуации реализуется масштабная программа модернизации. До 2027 года планируется генеральная реконструкция, внимания, около 40 перегруженных маршрутов, включая трассу, как я рассказывал, Берлин-Гамбург, где с 1 августа стартовали ремонтные работы на 9 месяцев. Эта мера призвана снизить количество отказов в движении и повысить надежность графика. Интересно то, что несмотря на проблемы, пассажиры сохраняют верность компании, признавая, для устойчивого улучшения потребуется время, пока же руководство продолжает стратегию инвестиций в сеть и операционную эффективность, чтобы вернуться к нормальной стабильной работе и обеспечить рост качества сервиса. А теперь новость, которая вызывает серьезную обеспокоенность в Германии. В июле число безработных выросло на 65 тысяч и достигло, внимания, почти 2,98 миллиона человек. Это на 171 тысячу больше, чем в том же месяце прошлого года. Ожидается, что в августе показатель может впервые превысить отметку в 3 миллиона, чего не было с 2015 года. Уровень безработицы повысился до 6,3%, что на 0,1 процентных пункта выше в сравнении с июнем и на 0,3% выше годичной давности. Эксперты объясняют рост сезонным спадом. Многие временные контракты завершились, а предприятия не спешат сообщать о новых вакансиях.
Число зарегистрированных свободных рабочих мест сократилось до примерно 628 тысяч. Это на 75 тысяч меньше, чем в прошлом году. Глава Федерального агентства по труду Андреа Аналис отмечает, что это отражает продолжающуюся слабость экономики. Она предупреждает, рынок труда остается под давлением, работодатели не торопятся с наймом и улучшение ожидается лишь к осени. Представитель работодателя Райан Дюлькер назвал ситуацию сложной и призвал к реформам, большей эффективности при трудоустройстве и корректировке соцвыплат, чтобы ускорить интеграцию неработающих граждан в рынок труда. Опыт прошлых месяцев подтверждает, экономика продолжает слабеть, а число людей без работы приближается к критической границе. Даже при долгосрочном дефиците кадровый рынок труда сейчас не демонстрирует оживления. Для возможной стабилизации необходимы целенаправленные меры по поддержке занятости и стимулу к найму. Лучшие программы трудовой интеграции, снижение барьеров для бизнеса и четкая политическая стратегия. Если тенденция сохранится, в ближайшие месяцы безработица может подрасти до 6,5%, что создает дополнительное напряжение для бюджета и социальных программ. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.